Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я в гостях на YouTube-канале у Виктории в Египте, в Хургаде. Меня зовут Игорь. Я бы хотел сегодня поделиться с вами полезной информацией. Сегодня я хотел бы провести небольшой вводный экскурс, в основном, конечно, для мужчин, по той причине, что многие мужчины предвзято думают, что Египет – это больше курорт, конечно, для женщин, да, как и Турция. Однако, по моему опыту, я нахожусь здесь порядка месяца, я хочу вам рассказать о том, как выполнить те или иные действия, чтобы получить от данной страны, от данного курорта максимум пользы для себя. Многие мужчины, которые как сингл-путешественники, сомневаются, ехать ли сюда, что им здесь делать. Но я могу вам сказать, что основными параметрами, которые вы здесь можете получить от данного курорта, это солнце. В данный момент у нас зима, февраль. Но вы можете получить достаточное количество здесь солнца, вы можете получить море. Море здесь достаточно комфортное, можно плавать. Ну и, конечно, в целом смена обстановки, смена картинки. Поэтому, если есть мужчины, которым, скажем так, сейчас имеют свободное время, они сейчас, но у них нету какого-то понимания, что делать, куда бы съездить более-менее бюджетно, вот, на мой взгляд, Египет, Хургада. Я этот опыт сейчас прорабатываю и готов с вами поделиться поэтапно теми ступенями, чтобы выстроить вам лестницу, по которой вы сможете или так же, или даже лучше выстроить свой отдых, свой досуг и приобрести, самое главное, свое мнение. Не мнение блогеров, которых вы смотрите, да, а свое мнение. Можно начать с цитаты Пифагора, да, то есть «дайте мне точку опоры, я переверну мир». Можно сказать, что в какой-то степени я даю вам эту точку опоры, и вы уже сможете, так сказать, убрать большое количество пробелов и начать путешествовать. С чего необходимо начать? Если у вас есть желание сменить обстановку, позагорать, покупаться, отдохнуть. Необходимо отслеживать билеты. Дело в том, что билеты сюда есть из разных городов, не обязательно из вашего города, билеты могут быть из ближайших городов. Их необходимо отслеживать. В это время года есть чартеры, ценник от 5 до 7 тысяч с багажом. Вот. Но необходимо мониторить. Могу сказать, что мониторить можно и месяц, и полтора. То есть у вас будет время закончить ваши какие-то дела и спланировать поездку. После того, как вы приобрели билет, необходимым, очень важным моментом сегодня является вовремя приехать в аэропорт. И не только вовремя приехать, но и быть там достаточно активным. Стараться быть впереди основных очередей. Потому что сейчас в российских аэропортах я лично наблюдал, и уже не первый раз, когда выезжаю и, значит, на какие-то курортные места, чартеры ставят очень плотно. И буквально вот мы находились в пограничной зоне, около 1000 человек, рейсы буквально с интервалом полчаса. И многие люди просто думали, что самолет без них не улетит, что их будут объявлять. Не путайте это с региональными рейсами. На чартерных рейсах это как маршрут, как маршрутки. То есть вам необходимо думать о себе. Если вы стоите в конце очереди, а ваш рейс уже объявлен, идите в начало очереди, объясняйте, что вам необходимо уехать, у вас уже вот билет, у вас уже время, и вас пропустят без очереди, все войдут в ваше положение. Многие люди при мне остались в аэропорту, самолет улетел. Они звонили, умоляли, просили, чтобы самолет развернули, но вы понимаете, самолет не развернут. Поэтому необходимым важным фактором подготовьтесь к тому, что вы везде вперед, быстрее, с опережением идете. Потому что народу огромное количество выезжает на чартерах. По приезду сюда и перед приездом, я бы даже так сказал, конечно, вам необходимо позаботиться о жилье. Посмотрите на Airbnb жилье, напишите хозяевам, что у вас ситуация с картами, там карты не работают, да, в странах, карты МИР не работают в других странах, напишите, что вы приедете и оплатите наличными. Или же через Booking забронируйте жилье, там есть возможность забронировать без оплаты. И, собственно говоря, возьмите дня 3. Я думаю, что 3 дня вам будет достаточно. Далее, связь. По приезду в аэропорт. Я бы рекомендовал только ту связь, которая будет работать от стойки. Сим-карта, которая работает только от стойки. Маленькая сноска здесь, конечно, это виза. Когда вы зайдете на территорию, где будет выдаваться виза, там будут громко кричать египтяне.
подходите сюда, там, Анекс Тур, еще что-то там, сюда. Они создают неимоверную суету. Вы после 6 там, или 5-часового перелета плохо соображаете уже, да, другой климат, все другое, вы волнуетесь, и тут эти крики, вас загоняют, как вот в том фильме, да, «Кавказская пленница», «Эй-гей-гей, гари-гари, эй-гей-гей, гари-га», да, когда загоняли вот баранов. Вот они также загоняют людей к себе, чтобы продать вам визу подороже. Значит, вы не слушаете никого, есть 3 окна, вы подходите к ним, никого не слушаете и стоите в очередь. Вам продадут визу, вы заполните миграционную карту и пройдете границу. Далее, это сим-карта. По моему опыту, я рекомендую все-таки брать либо Vodafone, либо Ви. Но, скорее всего, Vodafone. Да, он дороже. И дороже даже в 2 раза, чем, например, рядом стоящий Etisalat. Но Etisalat не работает в аэропорту. От стойки, получив сим-карту, вставив ее в телефон, вы не получите того, что у вас будет связь. Вы останетесь без связи. Более того, вам скажут, что она будет через час. Ее может не быть и через час. Потому что, благо, у меня был, значит, русскоговорящий хозяин квартиры, который мне положил деньги на баланс. И у меня появилась таким образом связь. Поэтому, да, необходимо немного переплатить, порядка $5-6. Но вы от стойки оператора не отходите, пока у вас нет связи. Потому что связь – это все. Это логистика, это цены, это практически все сегодня. Это связь. И она должна в ваших руках начать работать от стойки оператора. Далее, что касательно трансфера. Есть разные варианты. Кто-то рекомендует сегодняшних, скажем так, на рынке ребят, работающих, это у нас Империя туризма или Поехали с нами, это 2 оператора логистических, да, которые помимо экскурсий предлагают трансфер. И если у Империи туризма сегодня цена в районе $14 от аэропорта до каких-либо гостиниц, опять же в городе, дальше будет дороже, если это не в городе, если это какие-то пригороды, вам необходимо выбрать какой-то трансфер. Вы поехали с нами, это $10. Кому-то может показаться, что я могу заказать Uber, но вы должны понимать, что таксисты в аэропорту вас не повезут за $2-3. Все равно это будет в районе 10. Кому удастся доехать за 3, за 5, кто умеет вести переговоры, умеет настаивать и эмоционально после самолета, сказать, выдерживать напор и натиск египетский, пожалуйста, пробуйте. Можно 1-2 просидеть в аэропорту. Это уже, как говорится, здесь для действий у вас большой диапазон. Далее, вы получили связь, вы получили визу, вы сели в машину трансфера, вы доехали до снятого жилья. Что здесь вообще делать? Каким образом здесь вообще организовывать что-либо, да? И вообще к чему вам быть готовым с точки зрения финансов? По моему опыту, наблюдая и отслеживая бюджет нахождения здесь, как сингл-путешественник, я могу вам сказать, что жизнь здесь не дешевле, чем в России. По многим блогерам вы смотрите, вам говорят, здесь можно жить за $200, здесь можно жить за $150, за $300, а за 500 здесь можно просто жить как шейхи. Это все неправда. Объясню почему. Во-первых, для того, чтобы получить качественные услуги, будь то жилье, питание, транспорт, связь, вы всегда заплатите общемировую цену. Она всегда чего-то достоит. Какие-то примитивные вещи, какие-то позиции, на которых вы готовы сэкономить, вы можете здесь сэкономить. Но вы должны понимать, что эта экономия скажется и на вашем настроении, и на вашем вообще желании пребывать здесь. Поэтому жилье, на мой взгляд, я как мужчина достаточно много путешествующий, один путешествующий, могу сказать, что жилье является важным лично для меня. Как уже вам, решайте сами. Но мне, например, некомфортно жить в районе местных, смотреть на эти пыльные дороги, слушать, значит, местную детвору, кричащую день и ночь, как за стеной, так и на улице и так далее. На мой взгляд, в данной стране у местных людей понижен порог вообще к звукам. Они равнодушны к ним. Шумно, громко, музыка, клаксон, все что угодно. Их это вообще никак не волнует. Мы, живущие, скажем так, и привыкшие к более спокойной жизни, на это на все будем раздражаться. Это все будет ухудшать наше качество жизни. Поэтому, на мой взгляд, необходимо выбирать жилье с хорошим видом. Вы приехали на курорт, у вас должен быть вид на море.
на горы, на какую-то красивую достопримечательность, на что-то, что каждый раз, когда вы просыпаетесь, вас будет радовать. Да, это дороже. Это не $300 и не 250. Да, это 500, 600 долларов и, может быть, даже 800. Предела нет, ценой не удивишь. Но вы выбираете для себя то, что вас будет вдохновлять. Вы просыпаетесь утром, и вам хорошо от того, что у вас такой вид. Вы завариваете себе кофе, чай, вы сидите на балконе, и вы понимаете, что вы не где-то на задворках мира, а вы все-таки на его передовой части. И та разница, которую вы доплатите, она, поверьте, каждый день будет окупаться. Каждый день восприятие вами жилья будет окупаться. Далее. Необходимо организовать питание. Очень много видео, очень много информации о том, что здесь дешевые кафе, хорошая подача. Безусловно, здесь есть позиции кафе, в которых вы поедите достаточно бюджетно. Так у себя дома вы не поедите в кафе. На 600-700 рублей можно поесть морепродуктов. Я назову эти кафе далее. Вот. Но все равно свое питание, организация собственного питания, приготовление пищи, уровень качества, сами понимаете. Если вы сами умеете готовить, вы понимаете, как вы можете себе вкусно приготовить и полезно, и как вы себя будете от этого чувствовать, ничем не рискуя, да, приготовив свою пищу. Здесь есть 3 магазина, которые достаточно качественные, я их опробировал. Я бы расставил приоритеты. Первый магазин – это Best Way, второй – Гомла и третий – Carrefour. Best Way, если я не ошибаюсь, немецкий, Carrefour – французский. Гомла я не знаю, чей магазин. Возможно, это местная вообще сеть. Вот. Во всех этих 3 магазинах вы найдете ассортимент как местной продукции, так и зарубежной. Могу сразу вам сказать, что зарубежная продукция, здесь мировая зарубежная продукция здесь дороже в 2-3 раза. Если вы привыкли к каким-то брендам шоколада, чая, кофе, будьте готовы к тому, что это в 2 раза дороже. Все местные продукты уступают по качеству. Потому что в целом вы находитесь в стране, скажем так, с не сильной экономикой. И здесь основное население потребляет совсем другой уровень качества. Что касательно стоимости продуктов в этих магазинах, вот для примера, чтобы вы понимали, что эта страна не дешевая. Мясо здесь стоит, говядина или баранина, в районе 900, 1000 и выше, в зависимости от того, какая часть, да. Курица в среднем стоит 400 рублей в целом виде. Если она, опять же, разделана на части, это еще выше стоимости 500 и 600. Яйца 170-200. Сыры здесь есть различные, хорошее качество, от 1000 до 5 и далее. Фрукты, да, действительно, фрукты, позиция выгодная здесь. Но качество этой позиции достаточно сомнительное. Нужно уметь знать, выбирать, пробовать, чтобы настроить, так сказать, эту позицию. Да, фрукты, клубнику вы купите здесь за 100 рублей, помидоры купите за 15, огурцы купите за 40. Но это все трава, как говорится, и не составляет основной рацион питания мужчины. Основной рацион питания мужчины – это белки, мясо, курица, яйца, рыба. Это все здесь стоит денег. Столько же или даже выше, чем у вас в стране. Немаловажным фактором здесь является вода. Как известно, воду здесь пить нельзя из-под крана. Ей даже нельзя чистить зубы по причине того, что она проходит многократную фильтрацию, и она очень вредна. Поэтому то, что вы будете постоянно покупать, вне зависимости, будете вы готовить дома или кушать в кафе, это вода. Цена на воду здесь достаточно приемлемая. Полторашка – 17 рублей, пол-литра – 12 рублей, 6 литров Nestlé – 62 рубля. Достаточно приемлемые цены. Особенно в жаркий период. Сейчас, конечно, февраль, не так жарко, эта вода не так нужна, но все дальше и дальше она будет нужна все больше и больше. Что касательно моря. Море, да, здесь платное, но вы должны понимать, что вы получаете за эту плату услуги. Вы получаете лежак, вы получаете санузел, вы получаете какой-то бар, где можно перекусить, выпить чаю, купить воды. Вы получаете тень, которая здесь нужна, особенно в сезон. Очень нужна тень. Поэтому, кто считает, что да, это минус Египта, что здесь проблема с пляжами, они платные. Платные, но не забывайте, что это услуги. На нашем побережье, в Адлере, за лежак, с тенью, с водой, с туалетом вы тоже заплатите. И заплатите больше, чем здесь. Поэтому я бы так сказал, что здесь организованное море. Оно не платное, оно организованное. А за организацию нужно платить.
Поэтому вы уже на свой вкус выбираете тот пляж, который вам нужен, с тем рифом, который вам больше нравится, пробуете. Все это достаточно бюджетно. Сейчас в районе 100-200, бывают пляжи по 300 рублей. Но тут уже надо выбирать, пробовать. Как из кафе. Да, здесь у вас есть возможность покупать море. Например, какие пляжи я бы мог назвать. Это Оранж, находится в центре. Недорого, в районе 100-150 рублей, сейчас не сезон. Сезон будет стоить 200-250. И есть пляж Захария. Это находится в районе Арабии. Там очень хороший риф. Просто очень хороший риф. Но стоимость там, если не ошибаюсь, 300 фунтов. Это $6. 600 рублей. Но риф, как говорится, экскурсия в подводный мир. Если вы живете самостоятельно, сняли жилье через Airbnb, у вас нет отеля или отель, не имеющий рифа, у вас нет выбора, чтобы получить данную картинку. Или же вы можете взять экскурсии. Вот поскольку заговорили об экскурсиях, я хочу добавить, что те экскурсионные организации, которые здесь работают, основная их, на мой взгляд, функция – это логистическая функция. То есть, если вы привыкли, что такое экскурсия в Москве, в Петербурге, где перед вами человек с высшим образованием часами рассказывает вам интересные подробности, излагает перед вами информацию, которая усваивается, процентов на 60, что является высоким показателем, да, усвоения устной информации. Здесь такого не будет. Здесь основная задача переместить вас. Здесь вы должны сами изучать перед экскурсией, изучать с помощью Википедии или с помощью каких-то других источников информации. Вы должны изучать информацию сами, быть готовыми к тому, куда вас везут, и знать об этом изначально. И самим себе проводить свою экскурсию. Потому что экскурсовод здесь выполняет больше роль, я даже не знаю как, человека, который просто вас доведет и покажет пальцем, куда смотреть и куда идти. И во сколько, как говорится, в автобус обратно. Это все, что он может сделать. Начнем с того, что они не настолько здесь образованы, как наши петербургские или московские экскурсоводы, да, историки. Это в основном такая работа. Постольку-поскольку. Поэтому, если вы едете за информацией, информация на ваших плечах. На их плечах только логистика. Не ждите от этих экскурсий чего-то необычного. Люди там усталые, выгоревшие на этих экскурсиях. Поток огромный. Люди смотрят на вас равнодушно уже. Это для них работа. Для вас это эмоции, чувства, ощущения новое. Для них это повседневность. Поэтому не ждите вот этой обратной связи от персонала, который занимается организацией. Настраивайтесь сами, знайте сами, действуйте сами. Вот сразу немножко забегая вперед, рассказал вам про экскурсии. Что касательно экскурсий, вообще я не пользовался, если обсуждать мой опыт. Я съездил на водную экскурсию, я съездил на квадроциклах в пустыню, и я съездил в Луксор. Могу сказать, что если вам, как мужчине, хочется поездить, погонять по пустыне на квадроцикле, то надо брать все-таки экскурсии не у этих операторов, а искать, я еще эту информацию не проработал, в Макади-Бэй есть 3-4-часовые маленькие группы, когда вы именно едете по пустыне, втроем, вчетвером, получая именно ту волю, ту скорость, как на гидроцикле в открытом море, да? Вот это можно получить только в Макади-Бэй. В Хургаде я такого не нашел. Вы будете просто ездить паровозиком по пустыне, восьмерочкой, как на обучении на права. Вот примерно так. Потому что в вашей группе будут и женщины, и какие-то подростки. Они не справятся просто с теми эмоциями, которые, например, вы ищете. Да? Поэтому все усреднено. Все усреднено. Все экскурсии усреднены под среднестатистического туриста здесь. Если вы мужчина, любящий адреналин, это, скажем так, закуска. Закуска, но не основное блюдо. Далее. Что еще говорить? Загар, да? И зачем мы сюда едем? Мы едем сюда поплавать в море, позагорать, посмотреть новые впечатления с помощью экскурсий, попробовать какую-то кухню. Безусловно, для того, чтобы Хургада город вытянутый, для того, чтобы все это реализовывать, вам необходим транспорт. Если у вас есть права, вы можете здесь снять машину, это недорого, 2 500, 3 тысячи в день. Можно пользоваться такси, это Uber. Я пользуюсь Uber.
Сейчас, конечно, у них есть у таксистов такое желание заработать больше. Они начинают с вами разговаривать. Здравствуйте, куда вы едете? Это будет стоить дороже. Я вот вчера пытался выехать из Сахаль-Хашиша, из поселка. Стоимость, значит, $3 выехать, да, и доехать до места в Хургаде. Мне пишут 8. Второй пишет $15. Не 3, а 8 или 15. Они не стесняются за ваш счет. Вот, поэтому говорите свою цену, торгуйтесь. Я сторговался за 5. Был вечер, надо было как-то ехать. Вот, настаивать на каких-то своих там правилах после вечера, когда уже холодно, я просто не пожелал нужным тратить, так сказать, свои силы и время. Далее. Те мужчины, которые приезжают, допустим, в свое жилье здесь, ну, в смысле, снимают у кого-то, и вас там что-то не устраивает, а собственник жилья, например, ну, там, женщина или просто ему не до вас, а у вас там что-то там, не знаю, искрит розетка, течет душ, и для вас это не проблема исправить, но вы не знаете, где, здесь очень сложно что-либо найти, вы не знаете, где это найти. На Шаратоне есть магазин «Цокор». «Цокор». Это магазин типа нашего фикс-прайса, там вы можете найти много что, отвертки, зажигалки, какие-то легкие инструменты для работы по дому, если вам что-то нужно сделать срочно, вот, и вы не можете дождаться, да, вы можете взять все в свои руки и сделать сами. Вот. Но если в Цокоре вы не найдете какие-то инструменты, рядом с Цокором, вот когда вы из Цокора выйдете, ну, зайдете, выберете часть инструмента или какие-то необходимые нужды для дома, которые вам нужны, вы можете выйти из Цокора, повернуть налево. Самая первая улица, в народе она называется Козья. Пройтись метров 200-300, и начинаются магазины, мастерские, где люди делают мебель, где люди торгуют шторами, сантехникой, электрикой. И там вы можете купить разные необходимые вам для качества жизни аксессуары. Далее, что же касается кафе. Конечно, мне в первую очередь хотелось здесь походить, попробовать местную кухню. Я вам сразу скажу, вот очень многие здесь любят креветки пробовать. Прям им кажется, что это прям, ну, отдушина, вот эти креветки. Они очень дорогие здесь. В вашей ленте там, в метро, в пятерочке вы купите дешевле эти креветки, приготовите их не хуже, чем здесь. Здесь это очень дорого. А с учетом того, что в кафе и ресторанах добавляется 14% НДС, 12% обслуживания, в целом это плюс 30% к и так уже дорогим креветкам. Они здесь в целом стоят, ну, от 800 рублей за килограмм готовых креветок. Может доходить и до 1500, и до 2000. И добавляйте вот сюда эти 30% сервисного сбора. Поверьте, вы не получите за эти деньги то, что вы хотели бы получить. Но это, опять же, мое мнение. Я пробовал в разных местах. И могу сказать, что тема креветок для меня здесь закрыта, как и тема в какой-то степени морепродуктов. Я даже дошел до старого рынка, где торгуют для местных, торгуют рыбой. Я взял несколько видов рыб, мне их приготовили. Ну, я могу сказать, что половина из этого полетела в отходы. Потому что, ну, это все очень специфично и приготовлено, и является специфичным. Это можно попробовать, опять же, чтобы составить свое мнение. Я говорю здесь только свое мнение, оно у меня только мое. А вы сюда приедете для того, чтобы составлять свое мнение. Возможно, вы найдете какие-то позиции, которые вас устроят. Ищите, пробуйте. Но все-таки есть ряд кафе, которые проверены, куда вы придете и получите гарантированно продукт, за который будете платить. Из рыбных ресторанов я рекомендовал бы Асмак, уже порядка 5 раз, и в принципе каждый раз это сытно, вкусно, приемлемо. Там достаточно много туристов, вот, то есть место раскрученное. Можете найти его, мы оставим, наверное, ссылку в описании. И в Starfish я рекомендую уху и греческий салат. Все, на этом остановитесь, не соблазняйтесь больше ни на что. Вы оставите там 400 рублей и уйдете сытые и довольные. Все, что вы возьмете сверху, вас расстроит, и вы уже оттуда уйдете недовольные, но сытые. Так что выбирайте, как говорится. Я был недоволен часа 2 после этого. Также есть кафе Oriental, или Ориентал, кто его как называет. Оно находится на Шаратоне, немножко туда во дворах. Там хорошо готовят баранину. Там продают комплексы. Суп, салат, лепешки, тахина и, например, баранина. Это стоит 800 рублей набор. Если вы хотите с курицей, это будет подешевле. С курицей шашлык куриный, это будет рублей 400. Вот. Это если вот нужно куда-то проверенно сходить, покушать, взять с собой. Это вот... Есть еще, конечно, в Арабии Эль-Мустафа. Небольшое совсем кафе. Очень Эль-Мустафа. Оно, ну, прям очень маленькое. Буквально на 10 столов.
Но достаточно чисто, свеже, чисто и недорого. То есть первое, второе салат вам обойдется всего в 400 рублей. Но это для тех, кто живет в Арабии или поедет на пляж Захабия. Вот. Там, пожалуйста, это рядом. Так добираться туда-обратно 200-400 рублей. Дальше, что касательно аптек. Да, аптеки здесь есть. Обращайте внимание на то, что в основном на аптечной продукции указана цена. Если ее не указано, значит вы заходите на сайт, просто набираете название препарата. Есть цена, она фиксирована в Египте на все препараты. И вы стараетесь продавца к этой цене склонить. Если он отказывается, идете в другую аптеку. Вот. Потому что можно очень хорошо переплатить и 3, и 4, и 5 цен на незнании. Поэтому смотрите цену, она указана в фунтах, платите фунтами и покупайте это лекарство по той цене, которая у вас с интернетом бьется, скажем так, с интернетной ценой. По обмену денег. Ну, обмен денег здесь осуществляется в банках. Приходите с паспортом, меняете валюту. Курс сейчас 50, 51, 50, 40. Также хотелось бы еще сказать интересную вещь про отношения местных. Понимаете, вот отношение местных к одинокому мужчине здесь, славянской внешности, европейской внешности, оно никакое, оно равнодушное. Мы для них несъедобны. Совершенно несъедобны, потому что они понимают прекрасно, что европейский мужчина, славянский мужчина, он умнее их. Ему не нужна вся эта дребедень, которой он торгует, занимается, да? Он даже с ним не будет разговаривать. И поэтому, в принципе, если вы идете по каким-то туристическим местам, Шератон или Мамша, ну, лично ко мне никто даже не подходит. На Шератоне, конечно, автоматически 1-2 человека автоматически могут что-то там мне сказать, excuse me, sir, или can I help you, да? Ну, просто вы идете мимо и все. Потому что в целом, как бы, на вас нет никакого внимания. В этом здесь есть определенные плюсы, я бы так сказал. Здесь вообще есть, я вам скажу, товарищи мужчины, интересная вещь относительно вас пребывания в Египте, которую выделил я. Вы понимаете, здесь вы как бы можете побыть вообще в покое, наедине с природой, с морем, с городом. Вы здесь, скажем так, от людей вообще становитесь независимыми, потому что местные мужчины, например, они к вам равнодушны, потому что на вас не заработать. Местные женщины тем более к вам равнодушны, потому что, вы чужак для них, да, здесь другая религия, другой порядок вещей. Женщины славянской внешности или европейки, они сюда едут не за вами, они от вас уехали. Поэтому они вас тут не видят, и вы тут находитесь как вот в зиндане, понимаете, вот от минометного этого огня внимания. Вы легли в этот зиндан, все, вы можете побыть наедине с самим собой, с природой, со своим каким-то распорядком дня, с каким-то набором удовольствия, которые вы здесь для себя найдете. Будь то прогулки, загар, вкусная еда. Там, можете читать книги, ездить на экскурсии. Вы здесь от социальных ролей освобождены. Здесь замечательная нейтральная зона. Да? То есть если, скажем так, многие мужчины смотрят там в сторону Таиланда или Кубы, ищут этого внимания, здесь как раз его нет. Вообще никакого. Здесь нейтральная зона. Поэтому для тех, кто устал от каких-то социальных ролей, пожалуйста, милости просим, здесь их нет. Здесь у вас есть только вы и ваш опыт созерцания мира. Все. На этом я бы хотел это видео закончить. Думаю, что оно оказалось полезным. Если хотя бы один мужчина, который посмотрит, захочет реализовать свой опыт, как говорится, создать свой опыт и составить свое мнение о части Африки, об арабах, пожалуйста, милости просим. Вас ждет, по крайней мере, что-то интересное, теплое, вкусное и разнообразное. На этом все. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up,
and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow. And rain, rain, go